2 мая 25 год. Сегодня я иду в других кроссовках. Under Armour. У меня таких парочка этой модели. Эти более уже поношенные. Но есть еще свежая пара. Тоже кандидат мой на дорогу. Но не очень мне нравится эта идея. Они пожестче, чем Хока. И, скажем так, сильно гламурные, я бы сказал. У них такие задники объемные. В общем, специфическая модель, беговые. Вот, значит, из интересного, о чем подумалось за вчера в плане похода, это электричество. Где брать электричество, так как я такой автономный весь парень, но все равно мне нужно будет заряжать и дрон, и заряжать телефон. Телефон, кстати, вот этот, на который снимаю, это Fold 4 раскладной. Короче, та еще штука бесполезная. Ну, в плане этой раскладушечности его. Ну, хотелось попробовать, поэтому покупал такой. Теперь раскладушек больше брать не буду. Разве что только тройную. Вот, ну, значит, по поводу телефона. Держит он очень хреново заряд. То есть там видеосъемка недолго и так далее. Все его сразу усаживает. Ну, ему как бы уже и много времени этому телефону. Он довольно поюзанный. Плюс, может быть, сама модель неудачная или там объем небольшой батареи. Я даже не знаю, сколько у него. Ну, факт в том, что когда я езжу в свои поездки по городам, то всегда он торчит на пауэрбанке в рюкзаке Power, и он заряжается постоянно, потому что снимаю много, он сразу улетает. Вот, пауэрбанк у меня огромная бандура, 30-тысячная Xiaomi, и есть такая же Xiaomi 20-ка. Вот 30-ка по весу 650 грамм. Я никогда ее не усаживал в ноль. То есть я обычно как день походил с ним, да, там, и вечером в хостеле кинул на зарядку. Ну, до утра он полностью уже набирает опять свои 4 точки. Как бы глупость его тягать, наверное, с собой в таких поездках, как у меня были. Ну, это я только сейчас осознал, когда уже начинаю задумываться о весе, да. Вот. Сейчас что я попробую? С сегодняшнего утра вот я телефон заряжаю только пауэром. Он был полностью заряжен. И я хочу посмотреть, насколько его хватит только для телефона. Да, там на 2 дня, на 3. И потом попробую, посмотрю, за сколько он зарядится моим зарядником от телефона стандартным. Ну, он там какой-то быстрый, ну, то ли 25, то ли сколько-то, не знаю. Вот. И заодно почитать их характеристики на Powerbank, берет ли он более мощные зарядки. Ну, теоретически берет, просто какая у него там максимальная, есть ли смысл, скажем так. Вот, у меня такое ощущение, что он будет заряжаться полный, этот пауэрбанк, где-то, наверное, часов 10. Ну, что-то у меня такое ощущение, не знаю. Поэтому есть, в общем, нюансы по поводу электропитания моего в этом походе. Ну, автономности его. В общем, надо думать над этим. Так, прогулка моя продолжается. Пришел вот на одно интересное кладбище для меня. Сейчас по нему сделаю короткое турне, скажем так. Где-то сейчас у меня уже полных 6 километров на сегодня пройдено. Нормально, кстати, в этих кроссовках никакого дискомфорта я пока особо не ощущаю. Это при том, что мозоль еще не до конца зажил на левой ноге. Этими же кроссовками созданы, ну, я позаклеивал там как бы и потенциальные места, где может натирать обычным таким пластырем простым, без подложек. И тот старый мозоль тоже заклеил. Получается, идти довольно комфортно. Что хотел еще сказать по поводу кладбища вот этого. Оно довольно большое и довольно-таки старое. Ну, по меркам, наверное, Германии. Хотя тут тоже, наверное, есть очень старое кладбище, не знаю. Ну, в общем, я так понимаю, 1900-е года приблизительно. Ну, вот могила, допустим, 877 год. Ну, вот. Сейчас буду смотреть, что да как. Не знаю, где само кладбище начинается. Но пока тут очень все красиво. Такое озеро. Указатели
где что находится. Красота. Вот такой вот чудесный вид у одной семейной пары еврейской. Семья Изенштейн. Юлиус и Софи. Да, если люди, скажем так, упочили, я думаю, они умели и жить. Выглядит это все прекрасно. Их так прямо, если со стороны показать как-то, попробовать. То есть вот она, их усыпальница, и вот такой чудесный вид отсюда. Честно говоря, я пребываю в замешательстве определенном. То ли я еще не дошел до основных захоронений, то ли как-то здесь все иначе устроено, чем я привык видеть в других городах. Вот у меня там есть видео, да. Наверное, еще я их не выложил на канал. Ну, тем не менее, там был я на Пер-Лашез немножко, был я в Милане на большом старом кладбище, в Барселоне. То есть здесь вот ощущение такое, что это просто какой-то лес с небольшим вкраплением могил, да, а там наоборот как бы леса из могил. Такое ощущение, будто здесь с землей не было проблем никогда. Все как-то так по чуть-чуть и дозировано в супер красивых локациях. Хотя вот такое вот еще вкрапление. Но я так думаю, это военная часть какая-то кладбища, судя по расположению, очень похоже на солдатские какие-то могилы. Не знаю, подойду туда поближе, посмотрю потом. Но пока вот впечатления такие, довольно интересно. Немного я ошибся. В общем, это не солдатские кладбища, а это кладбище, на котором погибшие похоронены, я так понимаю, все они приблизительно в одно время погибли. Это октябрь 43-го. Скорее всего, это какая-то бомбардировка или, ну, здесь же в Германии союзники, скажем так, нормально бомбили это все, Гамбурги, Ганноверы и так далее. И, скорее всего, это как раз день бомбардировки какой-то был. Я этой темой так вскользь заинтересовался. И, в общем-то, там информация, скажем так, может сильно удивить, когда вникнешь в это. Ну, я опять-таки выкладку только Марка Солонина слушал, как бы там официальных каких-то других русскоязычных источников не искал специально. Вот, но там такой объем бомб упал на эти города, что Хиросима и Нагасаки по суммарному этому далеко-далеко позади. Вот, и погибших очень много было. Здесь вот уже 45-й. Да, это явно связано с войной. Ага, это реально уже мужчины в основном. То есть, скорее всего, солдаты, я думаю. Ну, в общем, не так уж сильно и ошибся. Ну, как же тут красиво. Если можно так сказать о кладбище. Наверное, можно. Эх, жалко, у меня график такой сегодня не позволяет долго здесь гулять. Нужно еще 1,5 часика вернуться домой. Посижу немножко сейчас, подумаю, как дальше действовать, и побегу, наверное, домой. Ну, вот, пожалуйста. Я не понимаю, как это все организовано, честно говоря, при том, что
Я слышал, что в Германии кладбище это вообще чуть ли там не коммерческая структура, то есть как-то ты берешь землю в аренду, что-то вот такое непонятное. И ну, как это получается, сколько надо взять земли в аренду, чтобы вот так вот тут твоя могила была вот центром, скажем так, перекрестка этого, вот так красиво выглядела и стояла здесь одна, без всяких других могил. Я не понимаю. Посреди такого шикарного парка. Вау! Это что за дерево? Ух ты, оно прям гигантское. Обалдеть. Да. Интересно, надо будет поискать информацию о том, как действительно устроены эти кладбища в Германии. Действительно ли ты берешь эту землю в аренду, или там что-то можно купить, как вот здесь, либо вложиться в организацию чего-то, и ты будешь так упокоен. Ну, понятно, что это было там 200 лет назад, да, грубо говоря, или 100. Но, тем не менее, интересно. Так я вот походил, и, в принципе, везде здесь наполненность могилами небольшая, то есть ну, не создается вообще никакого ощущения, что ты идешь по какому-то супер там кладбищу, как в Барсе, допустим, там вообще ну, можно будет видео видеть, а здесь прям просто идешь посреди красоты. Ну, тут есть, конечно, вот не без моментов. Памятник такой хороший, но гробнички что-то то ли вандалы разрушили, то ли время. А, ну да, судя по всему, они просели, просто никто за ними не ухаживает особо. Ангел хороший. Да, прикольно. И там вот вдали видно церквушка, как это правильно называется, часовня. Сейчас я до нее дойду, посмотрю на нее и буду возвращаться. Уже и телефон подсаживается. Вот это часовня или церквушка, или как еще она может называться, не знаю. Здесь же получается и еще один вход в кладбище. Отсюда начинается центральная аллея, по которой я пришел, если можно так ее назвать. Такой вот ангел красивый. Дождь собирается. Обещали ливень. Небольшой, не длительный. Не знаю, будет, нет. Я взял микрозонтик, барсеточку себе. Такая барсетка. На поясе там бутылочка воды помещается и зонтик в данном случае. Телефон в кармане ношу. 700 лет номер 11 октября. Такая лавочка интересная. Пластиковая. Красивая. Вон там даже несколько усыпальниц есть такого формата. Отдельно стоящих. Так, ладно. Присяду на 5 минут, передохну и... Ух ты, даже сфинкс. Вон он, красавчик. Передохну и домой. Наверное, я буду каждый день стараться делать какое-то видео, выкладывать там свои мысли, чтобы остались. Потом пересмотрю когда-нибудь, послушаю, что я думал, планировал, чего хотел, о чем мечтал, чему радовался, скажем так. Красота. Может, кому-то делать будет нечего, тоже послушает, что-то для себя полезное почерпнет или захочет посмотреть на красоту вот такую кладбищенскую. Блин, не знаю, очень круто. Люблю кладбище, капец. Ну, такие особенно. Такая мысль сейчас в голову пришла. Иду, смотрю, и могилы многие, ну вот в таком стиле, да, как это 19-й год. Ну, ну да, получается
2019 год захоронения. Рядом вот 37-й, то есть приблизительно в таком же стиле все выдерживается. И таких довольно много здесь надгробий. Там вон я проходил только что, тоже были. Я вот думаю, ну ладно, эти древние, а вот эти современные, которые сейчас делают, и просто вспоминаю, как сейчас эта индустрия выглядит в Украине, допустим. Я не знаю, там в странах СНГ, наверное, приблизительно то же самое. То есть там уже люди не знают, как эти памятники, блин, изукрасить так, чтобы они там в глаза бросались. Там целые эти соревнования по памятникам можно проводить на кладбищах. Как бы, да, как отличается, я не знаю, что это, менталитет или... Ну, с другой стороны, понятно, что если в такой стилистике все кладбище выдержано, да, и ты среди двух могил не воткнешь какой-то там памятник с фотографией на фоне Мерседеса, это само собой. Ну, тем не менее, общий уровень, я так понимаю, немного другой у людей, нежели у нас сейчас. Говорится, что делать. 70 лет нищеты советской дало о себе знать, видимо. Теперь хочется выделиться во всем. А я ожидал дождь где-то там на кладбище, как раз должен был меня накрыть по прогнозу час тому назад. А он, походу, накроет уже рядом с домом совсем. Обидно будет. У меня хоть и есть этот микрозонтик, но уже и доставать его не хочется, потому как идти осталось немного, километр где-то, может чуть больше. Жалко, конечно. А может пронесет, посмотрим. В общем, погулял сегодня отлично. Что-то там 15 километров после вчерашних 20 с чем-то. Вот. Нормально. Кстати, с утра встал, зарядку делал, приседал, все там как бы ноги отлично себя чувствуют, суставы тоже там слегка как бы ощущается, конечно, вчерашняя нагрузка ходовая, но не глобально, скажем так. Я думаю, пока все идет нормально. Сегодня мозоли уже вообще не болят, несмотря на другую обувь, поэтому надеюсь, что все пойдет по плану. Единственное, мы сейчас с Капроновой головой, ну это чат GPT, короче, пообщались. И надо брать палки как можно быстрее, трекинговые, и пробовать начинать ходить с ними. Сначала просто привыкать к палкам без веса дополнительного, то есть без рюкзака, а потом уже постепенно вводить рюкзак, то есть накидывая вес. Ну, это он так советует, но оно вроде логично, потому что там немного другая биомеханика ходьбы получается с палками. И толку мне сейчас тренить на максимум. Ну, толк есть, конечно, но... Фишка в том, что если я буду тренироваться без палок, а палки возьму в руки перед самым походом, это будет катастрофа, потому что там надо правильно еще ходить. А чтобы правильно ходить, надо научиться. Поэтому пока план такой. В общем, буду присматривать палки. То есть у меня сейчас по покупкам приоритет это дрон, потому как его осваивать, наверное, придется некоторое время. И палки, чтобы ходить, а там уже потом... все остальное. В принципе, палатку я приблизительно понимаю, какую хочу. Рюкзак тоже, я думаю, выбор будет не очень долгим. А вот первая необходимость это вот такая. В общем, как-то так. Такая сегодня вышла прогулка. Надеюсь, не намокну. Но потом, если что, накроет меня, включу, покажу, какой я мокрый. А может и нет, не знаю.